Эмма пережила худший день своей жизни в тот момент, когда в палате раздались первые крики ее новорожденных детей. Вместо радости и счастья ей предстояло столкнуться с невероятным испытанием. Ее муж, Джек, не смог смириться с тем, что их тройняшки родились с темной кожей, и вместо того, чтобы разделить радость отцовства, он обвинил жену в измене. Сразу после родов он явился в больницу, выкрикивая обвинения, после чего, не оборачиваясь, покинул ее навсегда. Эмма оказалась в больнице одна, измученная тяжелыми родами и оставленная наедине с тремя малышами. Каждая попытка связаться с Джеком терпела неудачу, его телефон молчал, и двери дома для нее закрылись. Осознав, что она осталась одна, Эмма обратилась за помощью к своей матери Линда. Та немедленно примчалась к дочери и, взяв на себя заботу о новорожденных, вселила в Эмму уверенность, что, несмотря на боль и предательство, они справятся. Однако трудности на этом не закончились. Вскоре Джек решил нанести еще один удар. Он снял все деньги с их общего счета и бесследно исчез, оставив Эмму не только с душевной раной, но и с финансовой пустотой. Ей пришлось обратиться в полицию, к сожалению, Джек исчез, оставив позади лишь разбитое сердце и горечь предательства. Преодолев свои сердечные муки и боль разочарования, Эмма начала новую жизнь. Она нашла работу и с невероятной силой боролась за каждого из своих детей. Тройняшки росли в окружении любви, их смех и радость становились для Эммы лучшим напоминанием, что жизнь продолжается. Они обустроились, Эмма нашла работу, которая позволяла ей совмещать материнство и карьеру. Шли годы, и, хотя прошлое иногда давало о себе знать, Эмма чувствовала себя сильнее, чем когда-либо. Когда детям исполнилось 5, у их двери начали появляться странные записки, содержащие угрозы и обвинения. Эмма подозревала, что это мог быть Джек, но полиция не смогла найти доказательств. Понимая, что ради безопасности своих детей ей нужно изменить жизнь еще раз, она переехала в другой город, оставив за плечами тревожные воспоминания. На десятилетие тройняшек Эмма устроила небольшую вечеринку, чтобы отпраздновать их новый и интересный этап в жизни. Неожиданно дверь в квартиру распахнулась, и на пороге появился Джек. Время не пощадило его, измученный и усталый, он умолял о прощении, утверждая, что хочет снова быть частью их жизни. Эмма выслушала рассказ Джека о признании его матери перед смертью, что у нее был роман с чернокожим мужчиной. А смешанное происхождение Джека стало семейной тайной. Оказалось, что темная кожа тройняшек – генетический отголосок из прошлого Джека. Но, несмотря на откровение, Джек был честен в другом. Он бросил Эмму не из-за цвета кожи детей, а потому что давно разлюбил ее и искал повод уйти. Он воспользовался ситуацией, украл ее деньги и сбежал с другой женщиной, которая оставила его, как только деньги закончились. Джек искренне надеялся на прощение, но Эмма не могла забыть о том, сколько боли он причинил ей и детям. Она попросила его уйти, сказав, что место в их жизни ему не предназначено. С помощью полиции Джек был задержан, и для Эммы это стало окончательным избавлением от тяжелого прошлого. Она продолжила строить жизнь для себя и детей, зная, что однажды расскажет им правду. Но пока просто наслаждалась их счастьем и безмятежностью. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.